Ребята, всем привет! Добро пожаловать на новый выпуск видео подкаста Russian Progress. Подкаст для изучения русского языка через прослушивание, через контент на русском языке. Включайте субтитры и в описании к этому видео, в описании к подкасту, если вы слушаете приложение для подкастов, вы найдете ссылку на полную транскрипцию с аудио, и там вы параллельно сможете читать, слушать текст и таким образом изучать, переводить. В общем, это все находится на Патреоне, и также это возможность поддержать проект. Спасибо всем, кто уже там есть, уже там 220 человек. Огромное спасибо, а мы начинаем этот выпуск. В этом выпуске я хотел бы с вами поговорить на тему езды на велосипеде в России, потому что это то, что меня очень сильно расстраивает. Я хотел бы вам излить душу. Я сейчас путешествую по России на своем велосипеде, конечно, не между городами, потому что у меня не такой уж, не подходящий для этого велосипед, он довольно простой для тех, кто смотрит видео. Это обычный single speed, как мы их называем, то есть у него одна скорость, и у него педальные тормоза, то есть когда ты крутишь педали назад, ты тормозишь, но при этом он очень удобный в плане обслуживания, у него нет скоростей, значит, они не будут ломаться, их не нужно будет чинить, и у него нет таких тормозов, то есть ручных тормозов, соответственно, их тоже не нужно настраивать, не нужно чинить. В общем, я беру его с собой, разбираю и на поезде перемещаюсь. Пока что я вообще его взял в Петербурге, и в Петербурге я уже много где ездил, весь Питер уже объездил на велосипеде. И вот потом я поехал в Москву, там катался неделю, сейчас я во Владимире. Вот, и на самом деле это, конечно, очень круто, когда у тебя есть такой транспорт, ты гораздо больше можешь изучить, и ты не так сильно устаешь, как если бы ты проходил такие же расстояния пешком. Но в который раз я убеждаюсь, что езда в России, даже в Петербурге, даже в Москве, это очень опасно. Езда именно на велосипеде – это очень опасно, неудобно и просто некомфортно. Ну и я хотел бы вам рассказать, почему. Вот, если вдруг вы захотите тоже попутешествовать по России на велике, да, ну и просто, если вы живете где-нибудь в Северной Европе, в Западной Европе, то просто, чтобы вы ценили то, что у вас есть инфраструктура для этого, какие-то велодорожки, потому что у нас еще этого всего нет. Итак, проблема номер один, связанная с ездой на велосипеде, это то, что на дороге ездить опасно, а на тротуаре точнее даже тут три как бы проблемы. То, что на дороге ездить опасно, слишком быстро ездят машины, и тебя могут сбить, ты можешь сам создавать какие-то аварийные ситуации. На тротуаре ходят пешеходы, то есть ты для них создаешь какую-то опасность, и вообще неудобно ездить по тротуару, он постоянно представляет из себя какие-то препятствия в виде там поребриков, бордюров, кочек каких-то, ну, особенно если ты не в Москве и не в Петербурге, то можно сказать, что нормальных тротуаров в России нет. Дорогами еще занимаются, потому что у нас до сих пор такое представление, что если человек ездит на машине, то нужно все предоставить ему, потому что он богатый, потому что он какой-то статусный, крутой, а если ты не на машине, то, ну, на тебя наплевать. Ну, примерно это так, конечно, возможно, я взбешен просто сегодняшней моей ездой и ситуацией, когда просто тебе водители говорят, типа, езжай аккуратнее, когда ты едешь по тротуару, тебе говорят, езжай по дороге, и тут мы переходим к третьей проблеме, это то, что помимо того, что нет безопасных дорог и нет нормальных ровных тротуаров, широких, помимо Москвы, опять же, нет велодорожек. То есть, по сути, если ты велосипедист, у тебя нет места, где бы ты ездил комфортно и безопасно. И это всегда какое-то такое
какой-то компромисс. Где-то ты ездишь по дороге, где-то ты ездишь по тротуару, где-то попадаются велодорожки, обычно в парках. То есть, опять же, вот такой менталитет того, что что велосипед, он только для отдыха, что ты на выходные берешь велосипед и катаешься в парке, вот так вот даешь кругаля, и, в принципе, на этом все. То есть до сих пор в России нет понятия того, что велосипед — это хороший транспорт, экологичный транспорт, не занимающий много места, здоровый, который делает людьми здоровыми, то есть ты двигаешься, это какая-то физическая активность, ты не загрязняешь воздух, ты, опять же, занимаешь мало места, и просто это классно, это тихо. Нет, у нас все это, то есть велосипед еще не рассматривается как полноценный вид транспорта, а это просто какая-то забава для детей, там, покататься где-то во дворе. И меня это очень сильно огорчает, бесит и прям заставляет задуматься о том, чтобы поехать жить в страну и город, где нормальное отношение к велосипедистам, где не будут на тебя косо смотреть, потому что ты там, не знаю, берешь велосипед с собой в поезд, и типа ты берешь велосипед в поезд, вообще ты какой-то странный, это как-то э, не принято. Велосипед же для того, чтобы ездить там в парке. Ребята, я, не загрязняю воздух, я не создаю какого-то шума, я еду себе спокойно, паркую его и не занимаю много места, и на меня смотрят просто в России как на какого-то врага, потому что ты мешаешь на дороге, ты мешаешь на тротуаре, и нет велодорожек, если они есть, то они опасны. Короче, меня эта очень ситуация огорчает. Я вот был в Москве, думал, там более-менее будет комфортно, но проблема в том, что там широкие тротуары, да, то есть ты можешь, в принципе, тебе хватает места, чтобы ездить по тротуару, но это Москва, все-таки 12 миллионов населения, и даже на широких тротуарах иногда слишком много людей, и ты доставляешь им дискомфорт. Во-вторых, в Москве до сих пор есть улицы, которые ты не можешь физически пересечь по земле, то есть тебе нужно спускаться в подземный пешеходный переход, и на велосипеде это крайне неудобно, потому что, ну, он довольно-таки... Ладно, мой велосипед не такой уж тяжелый, но все равно мне удобнее было бы по земле проехаться за 2 секунды, чем тратить на это несколько минут и таскать его. То есть это какой-то бред. Вот, я не знаю, что еще добавить, не знаю, когда ситуация улучшится с велосипедами, но надеюсь, что когда-то это произойдет, потому что, это реально очень кайфовый, очень классный вид транспорта, особенно в таких городах, как Владимир или даже Петербург, если ты живешь в центре. Почему бы не перемещаться на велосипеде, почему бы не создать инфраструктуру? Я действительно не понимаю, почему в России до сих пор уже лет 50, как в разных странах внедряют велоинфраструктуру, в России до сих пор ждут чего-то, какого-то момента, когда начнут это делать. Ладно, и можно сказать, что это дорого, наверное, стоит. Ну, попробуйте сначала вместо 6 полос на дороге выделить место, там оставить 4 полосы и выделить место велосипедистам. Просто прочертить линию. Я не знаю, что в этом сложного. Просто меня это раздражает и заставляет реально задуматься о том, чтобы поехать жить куда-нибудь в развитую страну с точки зрения инфраструктуры. Мне многие моменты в России нравятся, интернет, там, такси дешевое, например, и вообще то, что в России безопасно и классно, но вот этот момент меня немного расстраивает. И хотелось бы услышать ваши истории, пользуетесь ли вы велосипедом, где вы живете, в каком городе, как у вас с велоинфраструктурой. И да, будем надеяться, что потихоньку будут внедрять ее в России. И, скорее всего, начнут с Москвы. Но есть еще у нас такой город, как Альметьевск. Возможно, я туда поеду. Это недалеко от Казани. Я сейчас во Владимире, потом я поеду в Нижний Новгород.
и дальше там будет Казань и Альметьевск. Может быть, я до туда доберусь и там э, протестирую велоинфраструктуру. Ну, а пока пытаюсь как-то перемещаться. И, собственно, да, вот такой вот подкаст на тему моей боли, личной боли касательно велоинфраструктуры, точнее ее отсутствия в России. Жду ваших комментариев, ставьте лайки, подписывайтесь на Patreon, если вам нравится то, что я делаю, и увидимся в следующих выпусках или услышимся. Пока!